Давай поговорим на чистоту. Ты столкнулся с проблемой, которая способна выбить из колеи любого уверенного в себе мужчину. Речь о моменте, когда тело, кажется, отказывается подчиняться в самый неподходящий момент. Эта ситуация рождает тревогу, сомнения, а иногда и желание просто махнуть рукой. Но я хочу, чтобы ты посмотрел на это иначе. Что если это не приговор, а важный сигнал? Сигнал твоего тела, что ему требуется чуть больше внимания и осознанной поддержки. Эрекция — это не магия, а сложный, но абсолютно естественный физиологический процесс. Это барометр общего здоровья, где работают нервы, сосуды, гормоны и психика. И на каждый из этих фронтов можно благотворно повлиять. Без волшебных пилюль, а с помощью системного подхода, который вернет тебе не только силу, но и уверенность. Давай разберемся, с чего начать. И начнем мы не с диеты или таблеток, а с зарядки. Но необычной. Главный секрет, о котором многие даже не догадываются, это лобково-копчиковая мышца. Ее часто называют мышцей любви. Это именно тот мускул, который ты чувствуешь, когда пытаешься прервать мочеиспускание. Он является основой твоей мужской силы. От его тонуса напрямую зависит качество эрекции, контроль над эякуляцией и яркость оргазмов. Освоить его тренировку проще простого. Это упражнение Кегеля — твой базовый инструмент. Найди мышцу. Воспользуйся моментом в туалете. Задержи струю мочи на секунду. Запомни это ощущение внутреннего напряжения. Это и есть ЛК-мышца. Важно, само упражнение никогда не делай во время мочеиспускания. Это лишь способ идентификации. Тренируйся незаметно. Прелесть этой гимнастики в ее полной конфиденциальности. Ты можешь выполнять ее где угодно, сидя в машине, в офисе перед компьютером, просматривая ленту соцсетей. Правильная техника. Напряги ЛК-мышцу так, как ты это сделал для остановки мочеиспускания. Удерживай напряжение 3-5 секунд. Затем полностью расслабь на те же 3-5 секунд. Следи, чтобы не задерживалось дыхание и не напрягались мышцы пресса, ягодиц или бедер. Работа должна быть точечной. Режим. Повторяй это сжатие и расслабление 10-15 раз подряд. Это один подход. Старайся выполнять 3-4 таких подхода в день. Уже через 2-3 недели регулярных занятий ты заметишь первые изменения. Эрекция станет более упругой и подконтрольной. Это не миф, это физиология. Ты укрепляешь главный мышечный насос, ответственный за эрекцию. Однако одной интимной гимнастики недостаточно. Представь, что твоя ЛК-мышца — это мощный насос. Но чтобы ему было что качать, нужны чистые, широкие и эластичные трубопроводы, твои сосуды. Эрекция — это, по сути, мощный прилив крови. И если сосуды засорены или сужены, насосу будет невероятно трудно. Здесь на помощь приходят классические кардионагрузки. Их цель — улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы. Бег, плавание, велосипед, интенсивная ходьба. Всего 30-40 минут таких занятий 3-4 раза в неделю творят чудеса. Они снижают уровень плохого холестерина, очищают сосуды от потенциальных бляшек и делают их стенки гибкими и прочными. Твоя кровь будет течь по ним свободно, без преград. Приседания и выпады. Эти силовые упражнения — лучшие друзья мужского здоровья. Они целенаправленно усиливают кровообращение в области малого таза, разгоняя застойные явления. После их выполнения ты можешь чувствовать приятную теплоту и тонус внизу живота. Это верный признак активизации кровотока.
Йога и растяжка. Позы вроде бабочки, моста или собаки мордой вниз великолепно растягивают паховую область, снимают хронические мышечные зажимы и стимулируют работу внутренних органов. Запомни, нельзя иметь мощную эрекцию, имея слабые и грязные сосуды. Твое тело — это единая система. Если физические упражнения — это команда «старт» для твоего тела, то питание — это те строительные материалы, из которых оно создает здоровье. Некоторые продукты — это настоящие природные афродизиаки и топливо для твоей половой системы. Что должно стать основой твоего рациона? Цинк. Король мужского здоровья. Этот микроэлемент критически важен для производства тестостерона и здоровой спермы. Ищи его в морепродуктах — устрицах, креветках, мидиях и крабах. Также он содержится в красном мясе, особенно в говядине и печени, но употребляй его в меру. Отличный растительный источник — тыквенные семечки и орехи, кешью, арахис. L-аргинин — проводник для крови. Эта аминокислота участвует в производстве оксида азота, вещества, которое расширяет сосуды и обеспечивает мощный приток крови. Он содержится в индейке, курице, жирной рыбе, лосось, тунец, орехах, грецкий, миндаль и бобовых, нут, чечевица. Полезные жиры для гормонов. Не бойся жиров, но выбирай правильные. Они необходимы для синтеза тестостерона. Это авокадо, оливковое масло холодного отжима, жирная рыба, богатая омега-3 кислотами, сельдь, скумбрия. Антиоксиданты для защиты. Они борются с окислительным стрессом, который повреждает клетки и сосуды. Это ягоды, гранаты, черника, малина, темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, а также зеленые листовые овощи, шпинат, руккола. От чего стоит отказаться или серьезно ограничить? Алкоголь и сигареты — злейшие враги твоих сосудов. Никотин вызывает их резкий спазм, а алкоголь парализует нервную систему. Фастфуд, трансжиры и сахар ведут к ожирению, засорению сосудов холестериновыми бляшками и снижению чувствительности к инсулину, что негативно сказывается на тестостероне. Сильно соленая пища повышает давление и создает лишнюю нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему. Никакие упражнения и диеты не сработают в полную силу, если твой мозг постоянно находится в режиме боевой готовности. Хронический стресс — главный убийца спонтанной и сильной эрекции. Гормон стресса кортизол напрямую подавляет выработку тестостерона и сужает сосуды. Поэтому твоя задача — найти свой предохранительный клапан. Это может быть качественный сон, 7-9 часов в полной темноте, медитация или дыхательные практики. Всего 10 минут глубокого медленного дыхания в день способны снизить уровень тревоги. Ходды, которая полностью тебя поглощает, отвлекает от рутины. Открытый разговор с партнершей также снимает колоссальный пласт психологического давления. Дорогой друг, путь к уверенности в спальне начинается не в аптеке, а на твоей кухне, в спортзале и в твоей голове. Это путь осознанной заботы о себе. Он требует дисциплины, но щедро вознаграждает. Ты не просто вернешь физическую силу, ты вернешь ощущение энергии и контроля над своей жизнью. Начни сегодня с одного приседания, с горсти орехов вместо булки, с 5 минут тишины наедине с собой. И ты удивишься, насколько отзывчивым окажется твое тело.